Вітаю вас у програмі «Така є правда» аналітичного центру postpravda.info. Від початку збройної агресії Росії проти України минуло 3 роки. За цей час кількість поранених і загиблих можна рахувати сотнями тисяч. Гроші, які було витрачено на цю війну, могли би допомогти нам полетіти на Марс або вдосконалити багато ліків, а також, безсумнівно, створити робочі місця або значно покращити комфорт життя багатьох людей у світі, включно самому агресору, тобто росіянами. Замість ідилічного бачення ми маємо чергову війну в Європі, яку, попри зусилля багатьох країн і організацій, не вдається зупинити. Чутливість громадськості та щоденних ракетних ударів, знищення цілих міст, тортур ув'язнених і масових страт мирних жителів уже не така, як на початку 22-го року. Лише 3 роки минуло, а сумління заспокоїлося. Я хотів би, щоб ми сьогодні повернулися до тих днів, до кінця лютого і початку березня 22-го року, коли росіяни вторглися на територію України. Вони зайняли околиці Сум, Чернігова, Житомира, Харкова, Херсоня, Миколаєва, а також Славутича, розташованого на самому стику кордонів України, Росії та Білорусі. Це радянське місто було збудоване майже 40 років тому, як місце переселення багатьох мешканців Прип'яті, забрудненого міста поблизу Чорнобиля. Там також оселилися багато інженерів і працівників пошкодженої електростанції. Там досі проживає мій і ваш сьогоднішній гість Олександр Купний. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, чи є сьогодні чого боятися через 40 років після аварії, після катастрофи, після Чорнобильської трагедії? Ну, скажем так, Чернобыльская зона – это территория радиационно загрязненная. И загрязненная на многие и многие годы. Даже не десятилетия, а сотни лет. Какой-то радиационной опасности для людей, которые за пределами этой Чернобыльской зоны, она не несет. Потому что все радионуклиды, которые в 1986 году выпали, они так или иначе связаны природой, так скажем. То есть в 1986 году они выпали и были в том или ином виде закреплены в земле, в растениях. То есть природа связала эти радионуклиды, и они особого распространения не имеют. Но в случае пожаров, в частности, возможно какое-то локальное распространение вместе с горючим дымом аэрозолей. Возможно. Или же несанкционированная вырубка старого леса, именно старого. И употребление его каким-то образом в личных хозяйствах, чи еще где, без должного радиационного контроля. Это может нести, я бы так сказал, потенциальную опасность. Не прямую угрозу, но потенциальную угрозу может нести. А чи міг недавній удар дрона по Арці там чомусь загрожувати? Напевно, якби пожежа, наприклад, поширилася і зайнялася ізоляційний шар, наслідки були б набагато гіршими, але Арка, тут треба сказати, це не є саркофаг. Правильно, я розумію?
Совершенно правильно. Некоторые наши журналисты, украинские я имею в виду, так как я 14-15 давал много интервью, как раз таки совершенно неправильно употребляли, что дрон попал в укрытие, которое накрыло разрушенный четвертый энергоблок. Это неправильно. Вы совершенно правильно говорите, что дрон попал в защитную оболочку, так упрощенно. Новый безопасный конфайнмент арка. Он накрывает как раз-таки старый объект укрытия, который закрыл собой разрушенный четвертый энергоблок. Попадание дрона, это, конечно, было шокирующим действием. Ну, такого вообще никто не ожидал, естественно. Но радиационных последствий, как таковых, ну, лично я вообще не ждал. И знал, что, в принципе, ну, не может быть какого-либо радиационного выброса, аэрозолей, там, пыли или ухудшения радиационной обстановки. Меня больше шокировало само действие, а не возможные последствия. Потому что я знаю обстановку на площадке, что такое арка, я знаю. И в принципе, а тем более, когда практически сразу я выяснил, сопоставив место попадания дрона и фотографии, которые были опубликованы, мне было понятно, что дрон попал в так называемый северный гараж технического обслуживания системы основных кранов. Тогда я вообще успокоился в радиационном отношении, потому что северный гараж – это очень большая споруда, он трехэтажный, большой и высокий, объемный. Он обшит свинцом для радиационной защиты персонала, который должен находиться внутри. А кроме того, у него своя вентиляция как приточная, так и вытяжная. То есть внутри гаража обстановка радиационная еще лучше, чем под аркой. И основное отверстие образовалось в гараже. Поэтому о каком-либо выходе какой-то там пыли, аэрозолей, некоторые наши так эксперты пугают народ, что вау, ай-яй-яй, ой-ой-ой, что трапилось, хавайся, все помрем. Вот. Ну, к сожалению, ну, такие СМИ, они на хайпе все работают. Вот. По факту, еще раз повторяю, радиационной угрозы нет. И не будет, в принципе. Мені ж Конечно, да, Мгм. пожалуйста. Мені ще дуже цікаво, якби, наприклад, цей дрон або якась ракета впала в Червоному лісі, наприклад, чи піднявбися у повітря радіоактивний пил, про якого ви вже сказали, і чи є ще таке небезпечні місця десь в Чорнобильській зоні, чи все вдалося очистити? Ну, ви з самого початку сказали, що це не буде справа на місяць, на два, на рік, на три, тільки може бути на сотні років. Ну, хорошо, давайте тогда поговорим о гипотетически возможных авариях или последствиях. А, дрон, как заявил наш президент сразу, с фугасным зарядом. Фугасный осколочный снаряд, который, в принципе, в арке не мог наделать каких-то там шаленых повреждений и бед. Есть, кстати, версия, что на самом деле дроном хотели попасть в распределительное устройство ОРУ-750, которое с южной стороны станции находится и арки. То есть дрон или слишком низко летел и не перелетел арку,
чтобы в ору ударить, или не развернулся как следует. То есть угол поворота был слишком маленький, чтобы облететь ее и ударить по ору. Вот если бы он туда долетел, ну, последствия были бы сложнее и больше. То есть было повреждено бы распредустройство 750 и 330, и станция могла быть обесточена. И, кстати, Славутич тоже. Мы запитаны, одна из линий электропередач у нас идет как раз с подстанции ЧАЭС. Славутич запитан. Через белорусскую территорию линия проходит. То есть тогда повреждений было бы больше, и логично использовать именно фугасный заряд, то есть с осколками побило бы оборудование там. Але Но ми не впевнені, чи так мало это бути, чи не мало версия, бути. это Це версия. гіпотеза тільки. Вот, это версия. Что, возможно, целью была не арка, потому что повреждения, то есть последствия удара дроном по арке, они больше информационный шум имеют, чем какие-то реальные последствия в радиационном отношении для промплощадки. То, что арка повреждена и она требует ремонта, это да, это безусловно, это наша проблема. И последствия возобновления нормального функционирования арки под вопросом, сколько уйдет времени до того, когда мы сможем возобновить защитную функцию внешней оболочки. Это вопрос. Тем более там еще продолжает тлеть, и бог знает, сколько там одного из уплотнителей выгорит, в конце концов. Его надо будет, наверное, менять, я не знаю. Так вот, если бы они ударили дроном восточнее, и не фугасным, который тут же разорвался в оболочке, а проникающим, если бы, или ракетой, и попали в старый объект укрытия, который защищает новый безопасный конфайнмент, вот тогда радиационные последствия были бы значительно хуже, я практически уверен. Но, опять же, для промплощадки станции я бы, даже в этом случае, я бы не стал пугать население Украины, а тем более Европы, о каком-то там сумасшедшем радиационном выбросе, который накроет пол Европы и все умрут, как обычно. Нет. Потому что для того, чтобы радиационная пыль или аэрозоль из объекта укрытия распространились на большие территории от места аварии, это должен быть взрывной выброс. Ну, как 80... Так як було в 86-му Да, році. да. Там на сотни, ну, на сотни метров до километра, по-моему, я боюсь ошибиться, но что-то около километра, был выброс. Естественно, разнос был очень большой. В данном случае, если, не дай бог, будет удар ракеты и будет поврежден объект укрытия, взрывного выброса не будет. Будет постепенный, естественный выход радиоактивной пыли во внешнюю среду, и дальше промплощадки ЧАЭС она не уйдет. Она сядет тут же на месте. Это называется местная радиационная авария. Локальная радиационная авария – это когда она ограничена одним зданием, одним сооружением, а местная, когда выходит за пределы этого станции, но ограничена промышленной зоной. Ну и общая авария – это когда уже за пределы промышленной зоны уходит. То есть мы в том случае мы бы имели местную радиационную аварию. Не, ну, пострадали бы, конечно же, люди, которые на станции работают. Ну, их учили работать в таких условиях и справляться с разными радиационными авариями.
Як ми вже говоримо про різних гіпотезах, різних варіантах, можливо, що навіть трішки про різних легендах чорнобильських, аж хочеться так. Про рыжий лес вы что упомянули. Хвилиночку. А, Рыжий лес, как такового рыжего леса уже нет. Его давно нет. А що сталося? Ну, Чому його на немає? карте, сейчас, секундочку, на карте может быть обозначено место, где он в 86-88 год был расположен. То есть тот лес, который был реально рыжим, который сгорел под действием, ну, условно сгорел, под действием радиации, он захоронен. Его захоронили во рвах, были выкопаны вдоль дороги, которая объезжает станцию с южной стороны, огибает и уходит на Припять. Вот вдоль этой дороги, причем в восточную и юго-восточную часть от этой дороги, были вырыты, я не знаю по количеству сколько, но, ну, наверное, около десятка рвов, выложены глиной, и туда были сложены все спиленные деревья, рыжий лес, и засыпаны. На картах Google это, кстати, очень хорошо видно. Вдоль дороги идут такие, как борозды, обвалка. Вот это и есть место захоронения рыжего леса. На его месте вырос уже, ну, условно здоровый лес. Условно, потому что, скорее всего, он все равно был подпитан радиоактивными элементами, и он, ну, древесина сама по себе может быть в какой-то степени загрязненной. Но это уже не рыжий лес. Рыжим лесом больше пугают или наоборот привлекают туристов. Те же окопы в рыжем лесу, которые были раздуты до сумасшедших размеров, причем миф этот запустил туроператор. Человек, который раскрутил чернобыльский туризм. И у него даже было сообщение в Фейсбуке, где он написал, что я обратился к военным, чтобы окопы не закапывали. Это будет локация для туристов. Именно он запустил этот миф, что там переоблучились, они все там померли, остролучевая болезнь. Я сразу сказал, что это маячня, це брехня. Це не может быть взагалі. А в конце апреля приезжали же эксперты МАГАТЭ вместе с Гросси в 2022 году. Они посетили это место, измерили своей радиационной аппаратурой и сказали, нет, да, фон здесь выше, чем в любом другом чистом месте, но это зона радиационно загрязненной территории, и здесь фон, безусловно, выше, чем в любом другом месте, за пределами зоны. Но он не настолько высокий, чтобы получить, даже длительно находясь здесь, чтобы получить острую лучевую болезнь. Это брехня. Но даже несмотря на выводы экспертов МАГАТЭ, этот миф о окопах в рыжем лесу продолжает жить, как водолазы чернобыльские. Блин, это... Причем, Але то если значить, що це не була легенда про це, що там росіяни копали окопи в Червоному лісі. Це правда. окопы они рыли, но они не получали смертельных доз радиации. Это не было, скажем так, это действие не привело к последующим каких-то тяжелым заболеваниям для них. Они не получили там сколько-нибудь значительных доз. Вот я к чему. И когда говорят окопы в рыжем лесу, и это уже неправда.
Потому что если посмотреть на карту, место расположения, где рыли, и место, где захоронили рыжий лес, о котором я вам говорил, там расстояние напрямую около километра. А вот если бы они рыли в месте захоронения, ну тогда, да, тогда, возможно, они что-то могли и нахвататься. Но они же рыли в совершенно другом месте. Мені теж цікаво, як ми вже тут, бо Чорнобильська зона та Запорізька атомна енергостанція були одними з перших цілей росіян на початку вторгнення, що взагалі, ну, можна сказати, є логічним, бо це стратегічні об'єкти. Але що ми знаємо про це? Що там насправді відбулося? Є багато людей, які кажуть, що росіяни вивізли з Чорнобиля сотні тонн ядерного палива, наприклад. Що там було таке важливе на цьому місці, що росіяни могли з собою забрати, може знищити якусь енергостанцію так, щоб вона не могла давати енергії. Ну, які могли бути цілі, щоб там заходити? Ну, по-перше, Чернобыльская атомная электростанция с 2000 года не вырабатывает электроэнергию. Ее и запустить вообще нереально. Мне тут задавали такие вопросы. А можно ли пустить там третий, четвертый блок? Или первый, второй? Я говорю, ребята, ну там турбины все разобраны. Какой это? Топливо все вывезено. И вообще, где брать это топливо? Его же изготавливали в России. Вот. Ну, такие. Топливо они не вывозили. Это брехня. Были разговоры, что они это в Чернобыле разгромили радиационную лабораторию радиологическую, которую буквально за несколько лет до войны оснастили очень дорогостоящим оборудованием для исследования зоны и радиационной обстановки по зоне. И что там пропали контрольные источники. Ну, я бы не считал это какой-то сумасшедшей радиационной аварией. Источники имеют ну, местное, скажем так, поражение. И на самом деле они их украли, и потом куда они их дели. Ну, они больше вредили компьютерной технике. Вытаскивали винчестеры, били мониторы. И тут я бы сказал, что больше пострадала информационная составляющая, то есть та база данных информационная, которая была на станции в Чернобыле, в чернобыльских центрах, она, конечно же, пострадала и в некоторой части, видимо, безвозвратно. То, что накопленное было на компьютерах, на дисках, на жестких памяти, утеряно. Вот это жалко, реально жалко. Вот. И оно, ну, вряд ли восполнимо, так будем говорить. Ну, волонтерничали обычно, ну как обычно, слово такое, блин, мы уже в Украине как-то огрубели обычно. Били, трощили, забирали то, что могли унести. Но о каком-то, еще раз повторю, радиационное топливо, да навіщо оно им? Ну вот зачем? Ну, тут може і наступна легенда. Здається, що деякі медіа пишуть, що з того, що залишилося, наприклад, в Чорнобильській зоні, Україна могла би збудувати, створити ядерну зброю, чи хоч би, ну так кажуть, брудну бомбу. Чи така можливість взагалі була? По вашій думці, чи це теж легенда? Ну, это скорее
из разряда напугать, из разряда биологических лабораторий и боевых комаров. То есть теоретически создать грязную ядерную бомбу, ну, не так сложно, если у тебя есть хоть какие-то радиоактивные отходы или радиоактивные источники. А какой-либо поражающий эффект она иметь, ну, не будет. Она будет больше иметь психологический, моральный, информационный эффект. Ну, вот как попадание дрона в арку. Информационный шум и все. Поражающий фактор минимальный. Это скорее из разряда, ну, именно напугать. Создать полноценное ядерное оружие Украина не в состоянии. Абсолютно не в состоянии. Даже имея, возможно, я не знаю, имея в чистом виде компоненты какие-то. Тот же плутоний, но его нужно же выделить. Нужны специальные заводы по переработке отработавшего ядерного топлива. Да, отработавшее топливо у нас есть. Его много. Но этого глубоко недостаточно для создания атомной бомбы. Это топливо нужно переработать, вытащить оттуда плутоний, уран. Все отдельно, как сказать, по стопочкам. Плюс сама технология создания атомной бомбы. Это очень сложные технологические процессы и очень дорогие. Это очень дорого. У нас нет ни технологий, ни физической возможности реализовать возможные какие-то технологии, ни финансов на это. Поэтому даже в мирное время, мы же надеемся, что когда-то война закончится, Украина не в состоянии будет самостоятельно создать атомное оружие. Да, я считаю, что оно не нужно. Внеблоковый статус, сильная армия, как Швейцария, например. Я так розумію, що час від часу сіється такий ядерний страх по всім світі. Росія не раз погрожувала застосуванням ядерної зброї, якщо західні Ну, країни продовжуватимуть підтримувати Україну. І в мене таке питання: як ви думаєте, це справжнє може бути кінцем світу? Бо тут треба додати, що ви були в самому ядрі ciemności, tak скажу, w serці zrujnowanego reaktora, nie лише живі, а й маєте непогане здоров'я до того. Нещодавно вас лише застуда схопила. І життя теж повернулося в районі Фукушіми, живе Хірошіма. Як це все розуміти? ну, давайте сначала по ядерным ударам России. Честно говоря, как только пошли эти угрозы со стороны России, я, честно говоря, я не верил, что это может быть. Почему? Ну, во-первых, практически сразу прозвучали, ну, может, не прямые, но достаточно ясные для России сигналы от Великобритании, от ядерных держав, так будем говорить, которые, ну, сказали, ай-яй-яй, сиди тихенько. Это раз. Во-вторых, удар ядерным оружием в этой войне, в нашей, он не принесет какого-либо успеха на фронте. Это нужно задействовать многочисленные ядерные удары,
ну, допустим, по тому же Киеву, чтобы повергнуть все население и весь мир в шок, уничтожить руководство, управление, и тогда, возможно, возник бы какой-то хаос. Не знаю. Одиночные удары ни к чему не привели бы, абсолютно. Я уже потом думал, что, возможно, для демонстрации своей силы и намерений они могли бы ударить по Чернобыльской зоне. Отличное место для демонстрации. Людей нет, территория уже загрязнена. Выбрать удобный момент, когда ветер не дует в сторону Белоруссии, чтобы своих союзников не замазать. И какой-то небольшой заряд в Чернобыльской зоне продемонстрировать. Ну, это опять же теория. На практике, к счастью, до этого так и не дошло, несмотря на то, что там были пересечены разные красные линии, которые Россия обозначивала, что вот ай-яй-яй, и тогда мы ого-го. Ну, так или иначе, этого не произошло, и слава богу. Я уже забыл, что там еще было. No, ja взагалі тут was pytał, czy jest jakaś zagroza dla świtu, ale też tak думаю собі, чи ви теж може так думаєте, чи Чорнобиль і загроза навколо його, це був такий завжди більше маркетинг, я би сказав, страху вкруг Чорнобильської зони, чи no взагалі реальна загроза для світу, бо можливо, що Чорнобиль він і досі є зручним, щоб використати його в разі якихось проблемів. Люди бояться атомної енергії і цим страхом легко маніпулювати, адже радіацію не видно, так? Хіба що ви є дозиметристом. Дозиметристом. Я тут вижу проблему в том, что люди реально, да, боятся атомной энергетики, но человек всегда боится того, чего он не знает. В темной комнате всегда страшно, пока у тебя не появился свет. Поэтому еще в конце 90-х, начале нулевых я говорил и продолжаю говорить, что основная проблема – это радиационная безграмотность населения. И, к великому сожалению, один из уроков Чернобыля, он так и не усвоен. А именно радиационная безграмотность населения никоим образом не ликвидируется. Нет обучающих программ. В школах не преподается ничего, не разъясняется, не рассказывается. Нет каких-то популярных объясняющих передач или программ. То есть нет программы по радиационному, если так можно выразиться, обучению населения. И со школы. Не в взрослом состоянии, а именно со школы, с детей. Им нужно начинать рассказывать, что это такое, что такое радиация, как она влияет на организм, когда наступает какая-либо опасность, как она используется в мирных целях. Ведь радиация вокруг нас везде. Без радиации бы не было жизни. И это факт. Мы живем в условиях радиации, но значение имеет уровень этой радиации. Ну, об этом никто вообще не говорит. А отсюда у людей страх. Людьми легче манипулировать, вызывать ажиотаж с покупкой йода,
который абсолютно не нужен. Вот в условиях, когда пугали по Запорожской, он не нужен был вообще, взагалі. Но никто же не объяснял, что, допустим, людям старше 40 он вообще не нужен, потому что он не усваивается щитовидной железой людям старшего поколения. Он Ну, вообще не навіть, усваивается. навіть після того удару дрона вже в Польщі почали питати, чи треба купувати йод. Вот. А никто же не объясняет, что радиоактивный йод появляется только в работающем реакторе, а после его остановки через 2 недели он полностью распадается. То есть, когда пугали Запорожской, блоки стоят, радиоактивного йода нет, а в аптеках его просто вымели весь. И пили в виде профилактики. Но не имеет смысла. Никто не объяснял, что даже в виде профилактики его нельзя пить. Это может навредить вашему здоровью. Но никто же не объяснял. Параллельно возник ажиотаж на дозиметрические приборы. Цены взлетели, кто-то нагрел себе руки. А зачем покупать прибор, если ты не умеешь им пользоваться, раз, и никто тебя не научит. А во-вторых, ты понятия не имеешь, что за цифры он показывает. Какие они, какие правильные, какие неправильные, какие уровни. И когда должен быть алярм. Ты ничего этого не знаешь. Ты купил прибор, смотришь на эти циферки и просто, извините меня, офигеваешь от того, что он показывает. Потому что ты не знаешь, что это за цифры. Вот об І этом я и говорю. То есть радиационная безграмотность полнейшая, к сожалению. И манипулировать таким народом очень легко. ja też mają taką hipotezę, i czy prosto Czarnobyl zawsze nie był zrучний для політиків. Наприклад, як ми трішки подивимося на минуле, то з самого початку, коли не хотіли політики в Москві падіння Радянського Союзу, то говорили, що аварія взагалі не становить жодної загрози. Навіть більше того, постійно казали, що не хотіли взагалі сказати, що вона сталася, ця аварія. Пізніше, під час перебудови, перестройки, Горбачов знову заговорив про Чорнобиль, але вже використовував його для інших цілів. Хотів сказати, що ми змінилися. Тепер говоримо правду. Росія вийшла на шлях демократії. Ми більше не забороняємо говорити правду. І таким чином Чорнобиль був використаний щодо влади в Києві, яка того часу, треба теж сказати, не дуже бажала руйнувати стару комуністичну систему. І Москва почала доводити недбалість київської влади, що вони не забезпечили людей від ефектів Чорнобиля. Чи є щось, що наближає нас взагалі до цієї правди, до того, як взагалі було? Чи ми маємо якісь спостереження, дослідження, висновки? К сожалению, а может не к сожалению, Чернобыль уже настолько оброс мифами, что даже очевидная какая-то информация, она не воспринимается. А кажется что-то там, а может это не так? Может они неправду опять нам пишут? Вот я бы сравнил нахождение Чернобыля в некой сумеречной зоне. И это, на мой взгляд, выгодно прежде всего туроператорам. В эту сумеречную зону начали его помещать где-то в нулевых.
Ведь заметьте, в 90-х годах вообще никто особо не вспоминал. И не писал, и не говорил. Ну, трапилось и трапилось. Ну, закрыли эту зону. Она закрыта для посещения. Э, Там что-то выбывается, станция работает, якісь исследования проводят. Все. Как только начался чернобыльский бум, туризм, поползли мифы, поползли тайны. А что же трапилось на самом деле на Чернобыле? А что от нас скрывают? А що заховано в архівах КГБ? А що було на суді? І таке інше. Это подогревает интерес к зоне. Это подогревает людей приехать и посмотреть, потратить деньги. Поэтому мне думается, что это искусственно созданная атмосфера вокруг Чернобыля. Типа вечной загадки. А кто построил пирамиды в Египте? А почему трапилась Чернобыльская катастрофа? Где-то одного порядка. Хотя на самом деле есть немало уже свидетельств и авторитетных, почему она произошла, последовательность ее. Але все одно виявляється, що а блін, та це неправильно, там же воду подали барабан-сепараторы. Не, Столярчук там что-то намудрив. Не, он что-то молчит, он что-то скрывает. Или Трегуб. А чего це он Топтунову помогал мощность поднимать? Что-то он молчит, ничего не говорит. Явно что-то скрывает, что-то знает. И отсюда появляются очередные мифы, загадки. А на мой взгляд, Трегуб просто не хочет говорить. И он ничего не скрывает. На мой взгляд, он чувствует, если говорить именно про Трегуба, на мой взгляд, он чувствует у себя вину, что он помог поднять мощность. Что если бы он этого не сделал, реактор бы просто заглушили. И ничего бы не было. И он чувствует свою вину в том, что он помог молодому Топтунову поднять мощность. Що Столярчук, да он на самом деле ничего такого не робив. И исследования, и диаграммы последующие говорили, что ничего страшного. Ну да, он там подал воду туда-сюда, но ничего такого, чтобы привело к аварийной ситуации. То есть нет в его действиях, не было в его действиях того, что послужило бы основанием для развития аварийной ситуации. Ему нечего рассказывать. Оправдываться? Ну, блин. В чем? В том, чего я не делал. А народ такой, о, они молчат. Что-то скрывают. Вот. Короче, Чернобыль будет мильчать жить погано, вечно. розказувати теж погано, так? Виходить. А, те же водолазы, да, ну, Петр, ну, эти чернобыльские водолазы уже... Я одно время пытался бороться, потом плюнул, думаю, да хрен с вами, люди, ну верите вы в эти сказки? Ну, пожалуйста. А що А то, что по... когда людям, по водолазам что? Ні, я хотів запитати про Київське море. Тому що там теж наступна легенда, що дуже багато людей каже, що там не можна купатися взагалі, тому що воно в повністю скажене від Чорнобильської зони, від радіації. І якби, наприклад, росіяни подорвали дамбу біля Києва, то радіація просто залила би цілий Київ, там неможливо було би жити. Еще одна страшилка, созданная исключительно для того, чтобы эту новость лайкали и читали. Не более того. Я не гидрогеолог и вообще в гидростроительстве как бы ничего не понимаю, але достаточно взглянуть на схематичные проекты любой дамбы, особенно киевской. Вот такое. Условно. То есть внизу, это трапеция. Высокая. Разрушить верхний гребень, как это было с Каховской дамбой. Там же разрушили верхний гребень и шлюзы. Сама дамба, она осталась.
Вода вся вытекла в образовавшийся отвор этот. С Киевской дамбой так не получится. Она очень высокая и дюже міцна. Разрушить верхний гребень, там, где дорога по плотине идет, там, где шлюзы, в принципе, можно. И какая-то часть Киевского водохранилища, верхняя, она может вытечь. Разрушить дамбу настолько, чтобы были поднять донные отложения, ну это нереально. Это нужно не внешне, а внутрь. Кстати, как с Каховской потом было доказано, что она была взорвана изнутри, а не снаружи. Снаружи разрушить дамбу невозможно. Нет, теоретически возможно, конечно, это серию ракет, бомб, кабов в одно место зафигачить, ну тогда возможно что-то произойдет. А так это надо изнутри. То есть должен быть какой-то диверсионный отряд с вагонами, тротила, проникнуть в тело плотины, заложить, причем знать, где уязвимое место, заложить и подорвать. Но это нереально. Поэтому это все страшилки. Не более того, исключительно для хайпа и лайков, что вот, о, мы какие крутые, мы вот эту новость кинули. Jak my вже близько води, то я ще і ми вже трішки розговорили про нову Каховку, то хотів вас запитати, бо того часу, коли ця дамба була подервана, світ знову завмер в очікуванню, що його, що цього разу не, що того разу ну, загроза буде велика, тому що не буде достатньо хватити води для охолодження реакторів в Енергодарі. І у вас теж був такий страх, там була якась така реальна загроза? Ну, бо через декілька днів ми дізналися, що взагалі води достатньо, води хватить, і там загрози більше й немає, бо є додатковий резервуар. Нет, у меня не было такого. Я знал, что там достаточно большое, господи, как оно? Ой, вылетело из головы. Как оно называется? Водохранилище, не водохранилище, а прудохладитель. Пусть будет прудохладитель. У которого тоже есть своя дамба. И она не повредилась. И не была повреждена. И я знал, что реакторы уже стоят. И они не потребляют столько воды, сколько когда реактор работает. Потребление минимальное, если вообще оно есть, когда реакторы остановлены. Кроме того, под этим прудом-охладителем протекает, как выяснилось, река Конка. И в принципе, при желании, можно подпитывать оттуда прудохладитель. Да, это будет не те объемы, но можно подпитывать. Отсутствие Каховского водохранилища скорее влияет на то, сколько блоков может работать на Запорожской атомной. Мы сейчас не будем обсуждать деоккупацию и кто ее запустит, мы или Россия в конце концов. Нет. А фактически сама возможность пуска блоков. Сколько можно их запустить. При Каховском водохранилище у нас иногда могли работать все 6 блоков. При отсутствии водохранилища, но при наличии пруда-охладителя и 2 градирин, плюс брызгалки, так называемые бассейны, где вода брызгается на территории станции. Этого достаточно для работы 2 блоков.
То есть два блока вполне могут работать без Каховского водохранилища. A je взагалі зараз якась атомна енергостанція в Україні, яка працює ну, в повній силі? Так все остальные, Южноукраинская, Ровенская, Хмельницкая, Там ну, нічого не виключено, так? Там вони нормально працюють нет, як родини. Украина вообще, вот плюс атомной энергетики, я всегда еще с осени прошлого года говорю и повторяю, плюсы атомной энергетики в том, что мы сейчас, Украина в условиях войны, выживает за счет атомной энергетики. Ну, Я, Потому что я і каким... теж тому питаю, бо як ми, наприклад, подивимося на оцінки експертів, то виходить, що якби Україна продовжила продукувати таку кількість атомної енергії і ще її більше продукувала, то через декілька років вона взагалі була б незалежна енергетично від нікого. І чи тут не був ціль так зупинити цю дорогу України? А, значит, я продолжу трошки свою мысль. Каким бы ни был сумасшедшим агрессор, по атомным объектам, по атомной станции, по действующей атомной станции, он бить не будет. А, удары по энергосистеме в прошлом году это подтвердили. России наносили удары по распредустройствам. То есть для того, чтобы остановить атомную станцию, по ней бить не надо. Достаточно разрушить распределительное устройство, линии электропередач, вернее подстанции, через которые передается электроэнергия. И блоки встанут. Но, так или иначе, мы сейчас выживаем за счет атомной энергетики. Тепловую энергетику, маневренную так называемую, практически всю вынесли. Тепловая станция не является ядерным объектом, и они совершенно спокойно их поуничтожали, не боясь какого-то осуждения или обвинения в ядерном терроризме. Это же тепловая станция. Поэтому за атомные станции, за сами блоки я в принципе спокоен. Подстанции надо защищать. И ну, развивая дальше эту тему, мы боялись зимы, что вот зимой будут блокауты. Я, честно говоря, опять же, особо вообще не боялся. Ну, взагалі Есть зараз краще, ніж було влітку, ні? так, я к этому и веду. Зимой самое страшное это замерзнуть. Не остаться без света, а замерзнуть. Но есть газ, есть тепло, есть горячая вода. И слава богу, и у нас только аварийные отключения света. Как раз таки в период, когда попадали по подстанциям, были аварийные отключения, потом восстанавливалось. Плановых отключений нет. Но вот чего я боюсь, это лето. Жаркого лета. Представляешь? Все кондиционеры, все холодильники. И они будут работать практически круглые сутки, кроме ночи. А атомные блоки пойдут в ремонт. Каков план вывода в ремонт? Ну, мы не знаем, и это хай останется тайной. Но плановый ремонт это, как правило, как минимум 3-4 недели одного блока. 9 блоков. Отремонтировать их за полгода, так, чтобы хватало электроэнергии, ну, это нереально. И я думаю, что плановое отключение электроэнергии летом как раз-таки вернутся. Но опять же, ну, мы же уже как бы привыкли. Световой день длинный,
На улице тепло, греться не надо. Еду приготовить, ну, газ есть. Ну, или дрова, мангал, костер. Славутич это уже проходил, мы неделю без света сидели в марте 22-го. Я, Ничего, я вас взагалі поначалу хочу было страшно, запитати. поначалу было страшно, но буквально на второй-третий день уже как бы адаптировались. Я вас взагалі хотів запитати, бо ви досі живете в Славутичі, так? Да, да. І як зараз там життя? Ну це дуже близько до кордону з, ну так скажу, ворожою країною. Чи не страшно? Нет. Я объясню почему. Мы близко к Белоруссии. Напрямую километров 15. Но между нами Днепр. Не узкая речушечка, а широкий Днепр с хорошим течением. Славутич в начале войны спасло то, что наши пограничники в первый же день войны, во второй половине дня или к вечеру, подорвали мост, который следует дорога, и тут таможня на границе. Они подорвали мост через Днепр. Это уберегло Славутич от оккупации в первый же или во второй день начала войны. Поэтому Але я, взагалі Славутич був в окупації, так? я считаю, что нет. Это, опять же, один из, как сказать, мифов, не мифов. А, сейчас я закончу с опасностью. То есть я совершенно уверен, что со стороны Белоруссии к нам никто не сможет зайти. Какие-то отдельные небольшие группки ДРГ, возможно, возможно. Но вся граница, северная граница у нас усилена. Поэтому они не представляют особых проблем для тех, кто нас охраняет. И каких-то полномасштабных действий или ударов, ну, я не предвижу. Кроме того, сам по себе Славутич, ну, он не является какой-то стратегической целью или тактической. Тут нет ни одного предприятия, какого-либо значимого. Нет промышленных цехов, заводов. Это город, построенный для работников атомной станции. Условно говоря, это спальный район любого крупного города, в котором нет крупных и вообще каких-либо производственных мощностей. Смысл тратить сюда какие-то снаряды, опять же, только ради информационного какого-то шума и обвинения в том, что вот ударили по гражданскому населению. Все. Теперь то, что касается оккупации Славутича. Я глубоко убежден, что город был в блокаде. Это да. С одной стороны у нас был Днепр, нас защищал. Враг заходил с севера на Чернигов и пытался охватить Чернигов. К счастью, у него это не получилось. Но дорога, связывающая наш район с Киевом, была обрезана. Им частично удалось обойти Чернигов и перерезать эту основную трассу. И Славутич оказался в оккупации. Ой, в блокаде, извиняюсь, не в оккупации. Я называю это блокадой. Потому что, как таковых, агрессоры в городе были 3 дня. Не неделю, как написано в постановлении Кабмина. Как они это умудрились пропихнуть, я не знаю. 26-го утром они зашли.
Славутчане вышли и продемонстрировали свое полное несогласие с тем, чтобы они оставались в городе. 27-го они еще были в городе. Патрулировали, проверяли, ходили по домам, не мародерили, никого не грабили, проверяли наличие боевого стрелкового оружия. У кого было охотничье оружие, а такие были, и к ним заходили, оно лежало в сейфе разобранным. Таким людям говорили: вот оно лежит в сейфе, закрой и не доставай. Его даже не конфисковали охотничьи. То есть 27 числа они патрулировали. И по разным сведениям, или 27 вечером, или 28 утром они из города ушли. О какой оккупации можно говорить? Славутичу повезло. Очень крупно повезло. Потому что через несколько дней было достигнуто как раз таки в Стамбуле соглашение о том, что агрессор с севера уходит. И я так подозреваю, что вот то подразделение, которое к нам заходило, они уже знали, что они должны будут уйти. И они уходили. Они ушли в сторону границы с Россией. По пути они зашли в Славутич, убедились, что в спину им никто не ударит, нет сил. И ушли дальше. Какая оккупация? Я не розумію. I tam nikogo w mieście nie szukali, na przykład pracowników czarnobylskiej energostacji, specjalistów, Нет, inżynierów, kto może цю ядерну зброю, про яку ми говорили, нет. наприклад, допомогти. Меня в 20-х числах марта, когда обстрелы города, ну, в районе города, так будем говорить, город не обстреливали, сам по себе город не пострадал. Обстреливали КПП, которые были выставлены с территориальной обороной. Меня друзья с Энергодара предупреждали. Мол, Саня, ты же журналист, у тебя же дохрена всякой информации. Ты делал ролики на Ютубе на своем канале. Все хавай, все прячь, телефон чисти, чтобы ничего там не было. То есть они предупреждали, что может быть в случае оккупации. Как это было у них в Энергодаре. Зачищали и проверяли. Да, я попрятал все внешние диски, почистил комп, телефон все поудалял, в Телеграме все истории подчистил. Ну, потому что мы не знали, что они просто пройдут, на 2-3 дня зайдут. Мы же не знали, что в Стамбуле уже достигнуты договоренности, и они вообще уйдут. Мы готовились к худшему, именно к оккупации. Ну, к счастью, обошлось. Поэтому в этом плане Славутичу крупно повезло. Я когда-то всегда говорил, что Славутичу не повезло в географическом плане, в транспортном, потому что у нас транспортный тупик. Через Славутич не проходит ни одна автодорога, которая бы соединяла, допустим, Чернигов с Гомелем, там, или еще с каким-то городом, с Белоруссией, там, или между собой какие-то города. Мы какой-то аппендикс. И, кстати, для развития туризма это было очень плохо. Потому что добираться до Славутича проблематично, долго. Автобусом или электричкой, там, с пересадками. Но оказалось, что в условиях войны это плюс. Ну вот так получилось, что благодаря тому, что Славутич построили, извините меня за выражение, в заднице мира, сыграло в плюс городу. Ну вот так.
Я теж так зараз почав думати, як ви розказали про Енергодар, що відбувалося там. Може, це теж така гіпотеза трішки, але чи просто не було так, що росіяни вже все знали, вони знали, якими дорогами, кого де шукати, чи це все якось не було домовлено. Ми, ну, ви точно чули історію про начальника Андрія Наумова, який вже не проживає в Україні, він втік і проживає десь в країнах Балкан, і в його сторону пішло оскарження, що він міг здати взагалі Чорнобильську зону росіянам. Там є якісь факти за цю теорію або проти цієї теорії? Факты, наверное, есть только у СБУ, а мы можем делать реалистичные допущения. Начну с туристов, как это ни странно. В Чернобыльскую зону длительное время ездили туристы с разных стран, в том числе и с России. Ничто не мешало им фотографировать пути, места и собирать информацию. Абсолютно ничего. Зона была открыта для всех. Первый момент. Второй момент. Тесные связи с Россией, я думаю, способствовали как раз-таки тому, что информацию о той же Чернобыльской зоне, о Чернобыльской станции, это же советский проект, вся документация и по Запорожской атомной, в Росатоме, ну просто ее там, она в исчерпывающем виде. Длительное время нам поставляли российское топливо. То есть связи были не только на управленческом уровне, но и среднего звена, и даже простых граждан. Поэтому я практически уверен, что они обладали ну, майже полной информацией о том, что собой представляет Чернобыльская зона сейчас, какие там уровни загрязнения, где можно рыть, а где нельзя. Я вот, тем более, что Россия же активно участвовала в ликвидации последствий. Очень активно. Курчатовский институт, Ленинградские институты. И у них все картограммы есть. Все картограммы распространения цезия, стронция, плутония, америция. Рассчитать, так сказать, по периоду полураспада, сколько, допустим, картограмма это 93-97 год, рассчитать на нынешнее время, ну это несложно. Поэтому еще и поэтому я говорил, что ну не могли они окопы вырыть в захоронении рыжего леса. У них все карты есть. У них есть все схемы дорог. Энергосистема у нас была общая. И она с тех пор не перестраивалась. Поэтому схема расположения распредустройств, трансформаторных станций, у них тоже есть. У них есть майже все. Как бы это смешно или не печально не звучало. Но при этом я допускаю, что были помощники, для них помощники, для нас предатели, которые им помогали. Уточняли какие-то детали, что им, собственно говоря, и помогло. Но по большому счету они очень ошиблись в массовой поддержке Украины
прихода освободителей. Вот тут они очень сильно окарались, и слава Богу. Ми так вже розговорили про початок війни, про середину війни, а я би хотів вас ще на кінець запитати про закінчення війни або продовження війни. Чи ви вірите взагалі в мир, що війна цього року закінчиться, чи можливо, що як нещодавно ми почули знову про Чорнобильську зону, про ядерну загрозу, чи ми ще будемо про це чути, і війна так швидко не закінчиться. Яка ваша думка на 24 лютого 25 року за 3 роки війни? Ох, ну, взагалі-то, конечно же, мне, как и каждому украинцу, очень и очень хотелось бы, чтобы она закончилась. А, ну, вопрос, на каких условиях? В принципе, ну, как показывают опросы, да и сам президент уже заявлял, что оккупированные территории вернуть военным путем мы не сможем. И я тут согласен. Мы не сможем вернуть. У нас не хватит сил. Ну, судя... Ты знаешь, мне бы вообще не хотелось политическую сторону обсуждать, потому что я могу наговорить не очень вещи, которые м, противоречат общей линии, как это говорят, партии. А, Меня не устраивает и мне не нравится, как изменилась политика внутри Украины, в частности президента. Если в начале войны я откровенно и честно, я им пышался, он проявил себя как настоящий лидер, как мужик, как политический лидер. Але события, которые начали развиваться в конце 22-го, 23-го и 24-го года, изменили мое отношение. Коррупция в стране, насильная мобилизация, когда мужиков, именно мужиков, то есть не молодых, специалисты и военные, в том числе и сами военные, говорят, что воюют молодые. А когда забирают мужиков, ну за 40 это ладно, за 50, ну какой из него солдат? Сколько он выдержит? Ну вот эта политика мобилизации, ну неправильно. А, в конце концов, Зеленский согласился, что нужно призывать с 18 до 25. Но с такими условиями, что те, кто сейчас воюет, просто «а мы?». То есть молодые сейчас могут заключить контракт на год, и через год они свободны. А тех, кого мобилизовали сейчас, они не знают, когда они будут демобилизованы. У них бессрочная мобилизация. Многие, слава богу, еще живые, воюют уже 3 года, а кто из 2014 года. И они не понимают и не знают, а когда мы будем мобилизованы. Молодые за год получают такое денежное вознаграждение, о котором нынешние воюющие не могут и мечтать. И они прямо заявляют, это дискриминация. И у меня вопрос, а зачем проводить такую политику?
А с Хмельницкой атомной, ну це ж вообще, я в последнее время привожу такой пример. В начале войны нас призывали не покупать российские товары, произведенные в России. Неважно, каким путем они попадали в Украину, через какие страны завозились, но они произведены в России, не покупаем, не поддерживаем агрессора. Окей? И очень многие, я в том числе, я специально смотрел на упаковке, мы не покупали российское. А что сделал президент? Он, по сути дела, поддержал поправку к закону, позволяющую НАЭКу купить российские реакторы у Болгарии. При этом они говорят, не-не-не, они не российские, они болгарские. Хвалыночку. Металл чей? Российский. Произведено где? В России. По какой технологии? По чьей технологии произведено? По российской. Так чья это продукция? Юридически? Болгар. А фактически? То самое производство, продукт России, которых нас призывали не покупать. А президент говорит, да можно купить. Ну как? Ну, меня это просто разрывает на тисячу маленьких купнят. Я Я скажу, не розумію. що не дуже позитивні висновки на 3 роки війни. Що виходить, К що сожалению, да. И поэтому можливо, очень хочется, чтобы оно закончилось. Очень хочется. Удастся ли в этом году? Я не знаю. Какие там условия? Ну, пресса разная пишет. Ну, подивимось. але про атомну зброю, про загрозу від атома, я так розумію, що ви не сподіваєтеся, що ще таке Нет, щось повернеться. нет, не будет. Я даже уверен, что не дойдет. Как я говорил еще в начале войны, когда Путин пугал атомными бомбами, ему недвусмысленно дали понять, что все стратегические цели России у нас на прицеле. Плюс Китай высказался в тонкой восточной манере дипломатии, которая переводилась, что не одобряют. А Россия дорожит сотрудничеством с Китаем. Это один из основных экономических партнеров. Ругаться с ним он не захочет. Ну и плюс, я говорю, в ответ ему что же прилетит? Тож цю маленьку надію ми залишаємося 24 лютого 2025 року. Дуже вам дякую за розмову. Моїм і вашим гостям був Олександр Купний, колишній працівник атомної енергостанції в Чорнобилі, дозиметрист, а сьогоднішній журналіст, публіцист та блогер. Можна слідкувати за каналом пана Олександра по Ютубі. Дуже вам дякую за розмову і за час. І вам дякую.